Когда на ярмарке объявили последний лот измученного быка без документов, никто не поднял руку. Животное стояло в углу, худое, с ранами и тусклым взглядом. Ведущий уже собирался отправить его на утилизацию, но Эдвард, оказавшийся там случайно, вдруг сделал ставку. Люди посмеялись, купил себе проблему. Дорогу домой бык едва пережил, падал в кузове. На ферме Эдвард сам спустил его, напоил, накормил и позвал старого знакомого, Тома, разбирающегося в скоте. Тот покачал головой, дней несколько, не больше. Но Эдвард упорно лечил животное. Мази, чистка, корма, уход каждый день. Через несколько дней бык впервые поднялся и начал есть сам. Тогда Эдвард дал ему имя – Олдер, как крепкое дерево. Недели шли. Олдер медленно набирал силы, шерсть блестела, тело крепло, глаза оживали. Рабочие сперва смеялись, потом начали уважать. А вскоре Том заметил на боку быка старую метку, татуировку, знак элитной линии. Проверка подтвердила. Олдер происходил из редкой породы призовых производителей, утерянной после банкротства большого хозяйства. Эдвард держал находку при себе. Он понимал, для других это ценный племенной бык, для него нечто большее. Сын Эдварда, мальчик по имени Майкл, когда-то умер в больнице, где врачи махнули рукой. В глазах замученного животного он увидел то же самое одиночество и решил, не даст истории повториться. Олдер стал символом. От слабого, почти мертвого, он превратился в гордое животное, перед которым другие быки расступались. Слухи разошлись, приезжали фермеры, журналисты, писали статьи. Эдвард всех выслушивал, но на предложение купить отвечал твердо: Олдер не продается. Для людей это был редкий бык, чудесно спасенный. Для Эдварда – живое напоминание о сыне, шанс завершить историю иначе. Иногда он сидел у загона, и бык, молча подойдя, клал голову ему на плечо. Это было как объятие. Эдвард понял, спасать – значит не только лечить тело, но и верить, когда никто не верит. Олдер стал доказательством, что даже списанная жизнь может засиять, если ее заметить и дать шанс.